Детство Джека было наполнено моментами уединения и мимолетными воспоминаниями о его родителях. Мальчик часто оказывался в компании различных нянь, а не своих родителей. Его родители, полностью поглощенные своей карьерой, всегда были слишком заняты. Они считали, что успех и финансовая стабильность — это величайшие дары, которые они могли бы преподнести своему сыну. Однако в своем неустанном стремлении к успеху они непреднамеренно бросили тень на своего собственного ребенка. Дни рождения отмечались с размахом, компенсируя отсутствие расходами и подарками. Но того, чего Джек так жаждал, присутствие родителей, ему всегда явно недоставало. По мере того, как мальчик рос, его понимание мира и взаимоотношений углублялось. Он понял, что эмоциональную пустоту, оставленную его родителями, невозможно заполнить материальными благами или мимолетными мгновениями внимания. Именно в эти годы становления, среди одиночества и тоски, Джек дал себе торжественную клятву. Он пообещал, что когда придет его время, и он возьмет на себя родительские обязанности, он будет таким родителем, каким не могут быть его мать и отец. Он представлял себе будущее, в котором его дети никогда не будут сомневаться в своей значимости в его жизни, что резко контрастировало с его собственным опытом. Время, как это всегда бывает, шло своим чередом, и жизнь Джека сложилась неожиданным, но прекрасным образом. Он сделал карьеру, которая, несмотря на успех, всегда оставалась на втором месте после его истинного приоритета — семьи. Когда он встретил Марианну, женщину, чья теплота и понимание отражали его собственные ценности, Джек понял, что нашел спутницу своей жизни. Их первые встречи были полны смеха, который разносился в воздухе, и разговорами, которые продолжались до глубокой ночи, раскрывая тайны их душ. По мере того, как дни превращались в недели, притяжение между ними становилось неоспоримым. Спустя месяц после знакомства они оказались под звездным небом, и мир вокруг них как будто остановился. Именно тогда они признались друг другу в своих чувствах. Следующий год стал свидетельством их общих мечтаний и переплетенных жизней. Джек, как всегда романтичный, спланировал идеальное предложение, и Марианна согласилась. Последующие месяцы были полны волнений и стресса, как это часто бывает при подготовке к свадьбе. И все же, несмотря на хаос, их любовь оставалась неизменной. День, когда они обменялись клятвами, стал праздником любви, кульминацией их путешествия и началом новой главы. Стоя рядом, Джек и Марианна пообещали друг другу быть вместе до конца жизни. Но Джек даже не подозревал о секретах, которые хранила Марианна. Она, с ее лучезарной улыбкой и сострадательным сердцем, всегда была загадкой. О ее прошлом никто никогда не вспоминал. До встречи с Джеком жизнь Марианны была чередой испытаний, каждая из которых сформировала ее в ту женщину, которой она является сегодня. Она хранила секреты, опасаясь, что они могут запятнать чистоту их любви. Шло время. Солнце садилось, заливая город золотым сиянием. Когда Джек спешил домой с работы, его сердце бешено колотилось от предвкушения. Ему нужно было убедиться, что с его женой все в порядке. Новости, которые он получил, были, мягко говоря, тревожными. Он понятия не имел, что имела в виду Марианна, но понимал, что ничего хорошего из этого быть не могло. Он помчался домой, забыв о собственной безопасности. Ранее, в тот же день, он получил зашифрованное сообщение от Марианны, в котором она намекала на ожидающий его сюрприз. Он и не подозревал, что этот сюрприз навсегда изменит их жизнь. Когда он открыл дверь, воздух наполнился ароматом его любимого блюда. Но по-настоящему его сердце согрела лучезарная улыбка Марианны. Она провела его в столовую, где был накрыт ужин при свечах на двоих, но его внимание привлекла маленькая упакованная коробочка, стоявшая рядом с его тарелкой. Глаза Марианны заблестели от возбуждения, когда Джек развернул коробку и обнаружил внутри пару крошечных детских туфелек. Его глаза расширились от удивления, и когда он поднял взгляд на Марианну, ее радостное настроение наполнило комнату. Эта новость вызвала у Джека бурю эмоций. Радость, удивление и глубокое чувство благодарности.
Последующие месяцы были наполнены напряженной подготовкой и нежными моментами, когда они преображали свой дом и жизнь к появлению нового члена семьи. Наконец, после 9 сложных, но в то же время трогательных месяцев, этот день настал. С собранными сумками и переполненными эмоциями Джек и Марианна отправились в больницу. Роды были долгими и трудными, что стало истинным свидетельством силы и стойкости Марианны. Джек все это время оставался рядом с ней. Его поддержка была неизменной, а восхищение женой росло с каждым мгновением. Они были готовы взять на себя родительские обязанности, но они понятия не имели, что ждет их в будущем. И вот, ранним утром, под звуки зарождающегося нового дня, родилась Элли. В тот момент, когда медсестра передала Элли на руки Джеку, время, казалось, остановилось. Вот это крошечное, совершенное существо, воплощение его и Марианны, символ их любви и надежда на будущее. Это был самый счастливый момент в жизни Джека, но если бы он только знал, что произойдет потом. Покидая больницу с Элли, Джек и Марианна поняли, что их жизнь изменилась навсегда. Мир казался им ярче, наполненным бесконечными возможностями и новыми приключениями, ожидающими их. Последующие годы прошли в прекрасной череде первых шагов, дней рождения, наполненных смехом и спокойных моментов. Джек и Марианна с удивлением наблюдали, как росла Элли, в которой удивительным образом сочетались черты ее родителей. Джек часто вспоминал тот день, когда родилась Элли, и сердце его переполняло благодарность. Давным-давно он дал себе обещание стать таким родителем, какого у него никогда не было. Наблюдая, как Элли гоняется в саду за бабочками, он понял, что выполнил свое обещание. Их жизнь не всегда была легкой, но она была наполнена любовью, смехом и нерушимыми семейными узами. А для Джека это было всем. Но все не могло вечно оставаться таким радужным. По мере того, как Элли проходила бурный подростковый возраст, динамика их отношений начала меняться. Элли, всегда независимая и энергичная, начала смотреть на участие своего отца другими глазами. Восхищение, которое когда-то светилось в ее глазах, постепенно угасло. Она чувствовала себя подавленной, казалось, что каждое ее решение находится под пристальным вниманием ее благонамеренного отца. Ситуация достигла точки кипения однажды вечером, когда в момент отчаяния Элли обвиняла Джека в том, что он не позволяет ей совершать собственные ошибки и учиться на них. Она утверждала, что его постоянное присутствие было препятствием для ее роста, цепью, от которой она стремилась освободиться. Джек, застигнутый врасплох словами дочери, отреагировал не пониманием, а гневом. Они обменялись резкими фразами, которые никто из них не имел в виду, но которые были очень глубокими. В запале Элли объявила, что уходит, и ей нужно было побыть вдали от гнетущей любви отца. Она сбежала в единственное место, где, как ей казалось, она могла дышать свободно, в их загородный дом. Джек, после ночи, проведенной в муках сожаления и печали, решил дать Элли то пространство, которого она добивалась. Дни превратились в неделю, а от Элли не было ни весточки. Беспокойство терзало сердце Джека, но он цеплялся за надежду, что время залечит разрыв между ними. Именно с этой надеждой он решил съездить в загородный дом за неделю до 19-летия Элли. Джек пришел не с пустыми руками. Он был вооружен извинениями и подарком на день рождения, желая примирения. Пока он шел по извилистым дорогам, ведущим к дому, воспоминания о детстве Элли и ее смехе в этом самом месте наполнили его разум. Однако по прибытии Джека встретила тишина. Дом, обычно служивший убежищем смеха и тепла, казался холодным и заброшенным. Элли нигде не было видно. Джек начал паниковать, пока обыскивал дом, выкрикивая ее имя. Осознание того, что Элли бесследно исчезла, стало для Джека ударом, от которого он так до конца и не оправится. Мужчина отправился в лес за домом, где Элли любила гулять в детстве. Он прочесывал лес, выкрикивая ее имя, и с каждым оставшимся без ответа криком его беспокойство росло. Он проверил ручей, их любимое место для пикников,
но там тоже было пусто. Измученный и разбитый, Джек вернулся в дом, его мысли были заняты беспокойством. Он знал, что ему нужна помощь, и решил обратиться к небольшому сообществу в городе, надеясь, что кто-нибудь, возможно, видел Элли. Приехав в город, Джек остановился у местной закусочной, где все друг друга знали. Он подошел к стойке, и официантка, узнав его, бросила на него обеспокоенный взгляд. Джек объяснил, что Элли пропала, и спросил, не видел ли ее кто-нибудь. Официантка покачала головой, но пообещала всем рассказать. Джек направился в магазин, повторяя свою просьбу владельцу магазина и покупателям. Каждая встреча встречалась с сочувствием, но никакой полезной информации. В последнее время Элли никто не видел. Отчаявшись, Джек отправился в офис местного шерифа. Шериф, добрый, но прагматичный человек, выслушал рассказ Джека, нахмурив брови. Он пообещал держать дело на контроле и посоветовал Джеку проверить близлежащие мотели и заправочные станции. Остаток дня Джек провел, разъезжая с места на место и показывая фотографию Элли всем, кто соглашался посмотреть. Когда солнце начало клониться к закату, отбрасывая на город длинные тени, Джек вернулся в загородный дом. Его надежда таяла. Тяжесть страха и сожаления навалилась на него, когда он осознал, что Элли действительно пропала. Она заверила Джека, что просто сбежала, чтобы начать все сначала. Но Джек не мог избавиться от ощущения, что что-то не так. В поведении Марианны, когда-то любящей и озабоченной, теперь появилась тень облегчения, как будто исчезновение Элли сняло тяжесть с ее плеч. Эта перемена в поведении Марианны посеяла в душе Джека семена сомнения. Действительно ли Элли сбежала, или ее исчезновению было более зловещее объяснение? Вопросы не давали Джеку покоя. В последующие месяцы Джек не мог не заметить, какой спокойной оставалась Марианна. Даже когда он впадал в отчаяние, она продолжала заниматься своими повседневными делами и никогда не волновалась. Она не присоединялась к нему в его безумных поисках или в его бессонных ночах у телефона, ожидая звонка, которого так и не последовало. Он всегда предполагал, что это из сентиментальных соображений, но теперь не был так уверен. То, как она избегала обсуждать Элли или расследование, раздражало его. Джек лихорадочно перебирал в уме возможные варианты. Однажды вечером Джек, придя домой, застал Марианну, сидящей в гостиной и рассматривающей старую семейную фотографию. Казалось, она пыталась убедить себя во лжи. Джек подошел к ней, его сердце бешено колотилось. «Марианна, нам нужно поговорить», — сказал он, понизив голос почти до шепота. Она подняла голову и встретилась с ним взглядом со странной отречённостью. «О чем, Джек?» Она ответила спокойным и взвешенным тоном. Напряжение в комнате было ощутимым. «Что касается Элли, почему ты так спокойна? Ты рада тому, что она ушла?» — сказал он дрожащим от смеси гнева и страха голосом. «На что ты намекаешь, Джек?» — спросила она ровным голосом, но Джек почувствовал скрытую напряженность. С момента исчезновения Элли прошло уже 12 месяцев, и Джек выглядел совершенно другим человеком. Все его друзья видели, какие муки терзали его изнутри. Он перестал выходить на улицу и пренебрегал собой. Марианна казалась отстраненной, но он никогда не видел, чтобы она по-настоящему горевала из-за исчезновения их дочери. Казалось, между ними появилась глубокая пропасть. У полиции не было никаких зацепок, и дело об исчезновении Элли оставалось закрытым. Однажды вечером, когда осенние листья падали на землю, Джек сидел один в комнате Элли. Именно тогда он заметил небольшой дневник в кожаном переплете, спрятанный на книжной полке. Дневник, который он никогда раньше не видел. Дрожащими руками он открыл его, почти боясь того, что может обнаружить. Страницы были заполнены мыслями и мечтами Элли, ее страхами и надеждами. Читая, Джек осознал о многом из внутренней жизни своей дочери, о чем он не подозревал. Но от последней записи, датированной всего несколькими днями до ее исчезновения, у него перехватило дыхание. Одна из последних записей гласила: «Больно видеть, что они с папой так далеки друг от друга. Я бы хотела, чтобы все наладилось». Следующая запись, и последняя, раскрыла то, о чем Джек никогда не подозревал. «Мы с папой поссорились, и мне нужно проветрить голову. Я направляюсь в летний дом. Мама сказала, что встретит меня там», — писала девочка.
Марианна планировала встретиться с дочерью в летнем домике. Почему она никогда не говорила ему об этом? Он вспомнил, как однажды вечером Марианна ушла, когда Элли сбежала, и вернулась домой поздно ночью. Затем на ум пришла еще одна деталь. Одежда Марианны была мокрой. Она сказала, что во время посещения магазина с ней произошел несчастный случай, и машина проехала по луже на парковке. Но что, если это была ложь? Руки Джека слегка дрожали, когда он опускал погружной насос в бассейн. Звук стекающей воды эхом отражался от выложенных плиткой стен бассейна, словно шепот из прошлого. Когда последняя струя воды с бульканьем устремилась в канализацию, взгляд Джека остановился на дне бассейна. Там был люк, незаметный, но, несомненно, присутствующий. Это было потрясением. За все годы, что они владели летним домиком, он никогда не замечал его раньше. Могло ли случиться так, что Марианна, с ее частыми визитами и молчаливой заботой об этом месте, тоже не заметила этого? Мысль о том, что Марианна, возможно, что-то скрывает от него, всколыхнула в Джеке волну эмоций. Это правда, что после исчезновения Элли между ними выросла пропасть, наполненная невысказанными словами и общим горем. Отбросив сомнения, Джек сосредоточился на своей задаче. Он подошел к люку, стуча подошвами ботинок по сухому кафельному полу. Чувствуя тяжесть предстоящего открытия, он присел на корточки и осмотрел люк. Люк был прочным, с ржавым металлическим кольцом вместо ручки. Он глубоко вздохнул, готовясь к тому, что может обнаружить, и потянул его на себя. То, что Джек обнаружил внутри, бросило бы вызов всему, что он знал о своей семье, раскрыв все секреты. Пока Джек стоял перед открытым люком, кусочки мучительной головоломки начали вставать на свои места. Внутри он обнаружил множество предметов, фотографий, дневников и личных вещей, которые принадлежали его дочери. Теперь, когда Джек просмотрел улики, спрятанные в бассейне, правда начала проясняться. В дневниках подробно описывалась жизнь Элли, о которой Джек не подозревал. Если бы он понимал ее боль, то проявил бы больше понимания. В них говорилось о молодой девушке, борющейся с грузом ожиданий, чувствующей себя загнанной в ловушку и мечтающей о побеге. Но больше всего Джека поразили фотографии. На них Элли была изображена в разных уголках мира, всегда рядом с одной и той же незнакомой женщиной. Осознание этого обрушилось на Джека, как удар товарного поезда. Его жена с самого начала знала, где находится Элли. Встретившись с Марианной лицом к лицу, Джек потребовал ответов. В воздухе повисло напряжение, когда Марианна призналась, что помогла Элли сбежать, чтобы жить свободной от давления, которое ее душило. Элли связалась с Марианной вскоре после исчезновения, и они вместе разработали план, как сохранить ее местонахождение в тайне. Это открытие разрушило мир Джека. Предательство и любовь боролись в нем, пока он боролся с поступками Марианны. Она сохранила в тайне, что их дочь выжила, и это решение стоило им многих лет ненужных страданий. В последующие дни Джек изо всех сил пытался смириться с правдой. И все же, несмотря на все потрясения, у него появился луч надежды. Элли была жива, и у него был шанс на примирение. Джеку пришлось смириться со всем этим, чтобы сохранить рассудок. Он обнаружил скрытый мир под поверхностью их, казалось бы, идеальной жизни, показав, до чего любовь и отчаяние могут довести человека. Был ли он на самом деле тем чудовищем, которое выгнало Элли из дома? Он сгорал от сожаления. Он не смог простить Марианне ее предательство и в итоге развелся. В конечном счете, так было лучше для них. С тех пор, как Элли ушла, все изменилось. Их любовь иссякла, и теперь они были свободны искать другие возможности. Джек решил терпеливо ждать до конца своих дней, пока Элли простит его. Даже если на это уйдут десятилетия, он знал, что как только это произойдет, он станет таким отцом, каким должен быть. Дорогие зрители, а вы бы простили отца на месте Элли? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.